Захар Звонков. «Черный квадрат» Малевича стоит своих денег? Я посмотрел в Википедию, там написаны разные варианты того черного квадрата. Их, кстати, Малевич сделал несколько. И вот тот самый первый, написана такая в Википедии информация. По договоренности с правительством России черный квадрат был снят с открытых торгов и был приобретен российским миллиардером Владимиром Потаниным в 2002 году за $1 миллион США. А затем был передан им на хранение в Государственный Эрмитаж. Вокруг этой работы Малевича очень много толков, кривотолков. Оставим их на совести тех, кому она интересна, кто приезжает на нее посмотреть. Это же событие для зрителей. Кто-то с улыбкой смотрит, кто-то размышляет. Но пусть каждый занимается анализом, оставим их в покое. Данила Бугров. Если картина покрыта лаком, домарный лак в данном случае, можно ли поверх внести изменения, переписать, дополнить? Не отвалится ли с годами этот слой, не испортится ли картина? И вообще, если покрыть лаком, то лучше больше не лезть или ждать покупателя на этот вариант, даже пусть лет через 20, а то и 100. Спасибо. Да почему не лезть? Я лезу. Ну, если картина не стоит на кухне, где плов готовят жирный, не покрывается этим слоем лака, жира, то, я думаю, протереть ее достаточно, даже тем же лаком домарным. Можно ретушным лаком, чесноком, да и писать себе на здоровье. Не отвалится новый слой. Господа реставраторы, подскажите, пожалуйста, Даниле, что делать? Я только что вернулся из Ялты. Тренировка, потом набережная, там играл саксофонист. Я его немного порисовал пером для каллиграфии, ручкой. И полностью этот рисунок, работу над ним, я выложу, сейчас прочитаю, выложу на Бусти. Там я сегодня выложил еще 2 работы, 2 мотива, которые я писал, полностью с нуля ход работы на них виден. Так что заходите и подписывайтесь, там вы можете поддержать меня. Не просто так поддержать, но и посмотреть. Там много ценной информации я выкладываю каждый день. Геннадий Калинюк. «Восток – дело тонкое, наитончайшее, творческий вкус, редкостное в человеке психофизическое крутое состояние личности. Многие художники не получили это, нет у них вкуса. Потому и страдают от неумения и неудовлетворенности. Я разбил свой творческий процесс на 3 этапа. Думаю со вкусом, замазываю без суеты и снова думаю со вкусом. Перед тем, как брать кисть в руки, я тщательно анализирую, могу обдумывать до 10 раз композицию. Думаю, с чего начать живописание. Это очень важный этап. Второй этап – замазывание холста. Это ремеслуха, это опыт. А вот затем начинается 3-й этап – ликвидация лишнего, несущественного, добавление декоративности и дизайна. Подключается окончательно тот самый вкус. Ибо живопись требует от мастера превратить хаос мазков в совершенное произведение искусства. Кто-то мне говорил, что живопись Фешина – это управляемый хаос. Уж не он ли? Не знаю, мне кажется, это кто-то из галеристов того времени. Управляемый хаос. Красиво. 3-й этап может быть коротким, а может длиться месяцами. Художники, не будьте пофигистами, уважайте себя, заканчивайте свои картины так, чтобы зритель видел ваш ум, вкус, мастерство. А главное, чтобы вы сами не стыдились своей стрипни. Как-то Юра Константинов сказал так, что нужно писать так, чтобы зрители, покупатели, жить не могли без этого, чтобы не взглянуть еще раз на эту картину. Так их тронуть. Спасибо огромное, Геннадий. Это замечательное ваше письмо, реплика о вкусе. Действительно, все произрастает из него. И если его нет, чувства композиции нет, что бы там ни было, все это, в общем, не трогает никого. А художник может быть доволен. Ему кажется, что все вообще окей, но на самом деле от недоразвитости вкуса
Все это не выдерживает никакой критики вообще. Но слава небесам, вкус развивается. Просто надо больше ходить в музей, больше сомневаться. Художник – это такой вот сомневающийся организм. Даже если ему кажется, вот он все закончил работу, но внутри остается вот это сомнение, а так ли, вот это все сомнение произрастает, ну, такая череда как бы твоего стремления, пути к мастерству, оно потом тобой управляет и не позволяет тебе выложить, там, показать людям, ну, безвкусицу. Я, конечно, мог бы и имена привести художников, у которых просто сплошная безвкусица, но я не стану этого делать, знаете, по какой причине? Потому что, ну, во-первых, каждого это может касаться, и меня в том числе, и каждый вырастает из этой безвкусицы, если он устремлен на высокий вкус. Путь у каждого художника сложный, у кого-то проще, казалось бы, раз и все, вот он уже все может. А у кого-то, может быть, к концу жизни только проклюнется, и нельзя же ему сейчас там имя называть и ломать ему возможность, убирать у него возможность когда-то вырасти. Может быть, сейчас такой этап, когда он просто набирается опыта, а потом как рванет, и как на дистанции последняя лошадка может прибежать первой. Так что я призываю уважать художников всех, даже если это все сплошная дрянь какая-нибудь безвкусица. Просто это его сегодняшний этап. И если художник не загордился, не возомнил из себя там кого-то там высокого, а думает, размышляет, стремится, грызет его червячок сомнений, то это сомнение, ну, когда-то вырастет в мастерство. Друзья, обратите внимание, кто приобрел расширенный пакет детского портрета, вам вчера, высланы ссылки на то, чтобы вы законнектились в Телеграме. Там у нас, база, в которой мы обсуждаем работы, вы выкладываете, я что-то там тоже говорю. То есть это наш круг общения там продолжается. Помимо платформы, где я даю рекомендации и просматриваю ваши уроки. Ссылка на закрытую группу вам выслана. Пожалуйста, пройдите по ней. И даже если нет у вас Телеграма, ну как-то надо установить и там нам общаться. Это очень важно. Мы команда, и общение в этой закрытой группе – часть процесса нашего учебного, творческого. November Soul – красота в глазах смотрящего, со скольких падших женщин шедевров написано. Убери их из уравнения, и что бы осталось? Ну да, для художника в первую очередь она модель, а не рефлексии или рефлексии. Это из оперы, картины у художника класс, а сам он гомно, потому не куплю. Мне кажется, надо отделять понятие образ и человек. Ну вот, увидел художник именно в профурсетке то, что ему не доставало. Может, морщина в лице, где нужно, пролегла. Или взгляд в себе нес, чего не было у пристойных девиц. Да и блохородный, через Х, интересно, блах, от слова блохи. А раньше же у них заводились там эти самые, в паклях, в буклях, всякие мыши бегали. Так вот, эти девицы привычки раздеваться не имели в те времена. Откуда вы знаете? А если для задачи нужна была обнаженка? Welcome to улицы красных фонарей. И мастеру до лампочки, что там за бэкграунд, это материал для работы в первую очередь. А уж сколько портретов гладких, холеных сволочей и тварей на заказ за мировую историю писано не сосчитать. И ничего, смотрят люди, не гнушаются. Да, порой и просто не в курсе о наклонностях модели. Все относительно. Это реплика, комментарий к видео, в котором была эта работа. Называется «Красотка Мэри». Ну, была модель, и я попросил ее вот изобразить. Вот такой образ сочинился. Мне захотелось написать красотку Мэри. Мне захотелось передать душу человека,
которому тяжело живется, который выбрал такой путь, чтобы выжить. Уж не знаю, что получилось, но одно верно, что я работал над этим образом с отдачей. Нет ничего в мире плохого. Есть наше отношение. Оно разное бывает к вещам. Кто-то говорит: фи, не надо мне такого показывать, а у другого слеза катится по щеке. Друзья, не забывайте ставить лайки. Это важно, потому что канал тогда растет, развивается. Делитесь с друзьями, задавайте интересные вопросы. Пока.